Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Games. Сегодня мы посмотрим игру F1 Manager 24. Будем пробовать ее проходить. Ну, не полностью, а так, может, пару-троечку стримов. Как вы поняли, это игра по Формуле 1, но не просто как бы гонки, да, гоночный симулятор, а именно менеджер, то есть руководство команды, то есть перераспределение там средств, закупка там найм персонал, закупка техники и так далее. Вот, вообще я люблю очень жанр, это для меня один из самых любимых жанров компьютерных игр, менеджеры. Менеджеры, тайкуны, вот это вот все, это прям мое. До F1 менеджер я играл в основном в футбольные менеджеры. Но очень-очень давно, уже, наверное, лет 20 назад я играл в Total Club Manager 24, по-моему, или 23 даже. Да, давно это дело было, тогда я очень ими увлекся. Вот, но попробуем здесь. Ну и я не фанат Формулы-1, конечно, вообще не такой большой. Тоже смотрел очень давно, когда еще учился в институте, в техникум, покупал спортивные газеты. Тогда еще там господствовал Михаэль Шумахер. Ставим лайк, кто помнит, кто это и знает, кто это такой. Так, у меня выбор. Либо создать собственную команду, либо начать карьеру. Либо повтор гонки. Повтор гонки — это повторение сезона 24. Новая карьера или создать команду. Давайте за новую карьеру сыграем. Настоящий взрыв адреналина, лучшие пилоты мира состязаются друг с другом. В сезоне 24 года команда ждет 24 гонки, так что испытания им предстоят серьезнее обычного. Нас ждет восхитительное состязание. Все команды постараются побороться с превосходством Red Bull. Им предстоит выдержать тонкий баланс между высокими результатами и серьезными рисками, а также научиться преодолевать сложности на трассе. Контракты многих пилотов сохранились с прошлого года. Директорам команд предстоит подобрать правильный настрой на сезон, суметь учесть все пожелания спонсоров, а также не дать соперникам завладеть их самыми ценными ресурсами. Это Формула-1, а состязание стало еще более жарким. Да, походу сейчас господствует команда Red Bull. Так, в прошлом году Red Bull завершил сезон с огромным отрывом от преследователя. Макс Ферстаппен одержал блестящие победы в чемпионате пилотов. Макс не одержал победу в 3 гонках. В 2 из них победителем стал его напарник Серхио Перес. В 2024 году эта команда мечты возвращается. Смогут ли Титан заполучить 2 трофея в этом году? Итак, нам предстоит выбрать команду. Red Bull, MG Petronas. Так, Мерседес начинает сезон 24 совершенно новым болидом. Хватит ли им технических новшеств, чтобы побороть неудачи? Льюис Хэмилтон, Джордж Рассел вернулись еще на год. Оба они нацелены на первые места. Это, наверное, вторая команда, да. Третья команда — это Феррари. Феррари есть все необходимое, чтобы побороться за титул, но чтобы почаще занимать место на подиуме, им необходимо больше стабильности в гоночные дни. Звездный дуэт пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса остался в команде еще на сезон, так что Феррари в этом году точно будут добиваться максимальных результатов. Так, что у нас еще есть? В середине прошлого сезона Макларен поймали кураж и стали одним из самых серьезных команд на трассе. Смогут ли они начать 24 год столь же мощно? В середине прошлого сезона Макларен... Так, нет. В новом сезоне команду представляют те же пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри, так что время покажет. Астон Мартин. Прошлый сезон для Астон Мартин стал прорывным. Пилот команды стабильно зарабатывает очки, занимая места на подиуме. В 2024 году им предстоит сохранить эту динамику.
Пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, несомненно, будут стремиться занять турнирной таблице места повыше. Вот Фернандо Алонсо я помню. Сколько ему лет уже, Фернандо Алонсо? Сегодня 24-й. Альпин надеется лучший результат, собирает занять место в середине таблицы. Французские пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли остались в команде еще на один сезон, поэтому Альпин есть все шансы добиться в этом году желаемых результатов. Сезон 23 для Вильямса оказался продуктивным. Канон смогла занять 7-ю строчку в Кубке конструкторов. В 2024 году они возвращаются. Места пилотов НЭП занимают Лекс Албон и Логан Саржант. Вскоре мы узнаем, насколько серьезного прогресса удалось достичь. Ну ладно, я не буду это все читать. Это ж прям так. Виза. Red Bull. Тоже Red Bull получается. Даниэль Рикардо и Юки Цунода. Заубер. Это немцы, походу. Заубер, помню, команд. Тут много новых. Они, может, конечно, сменили спонсор, переименовались. Валерий Ботас, Джо Гуаньюй. Мони Грэм, Хаас. Хаас. Кевин Магнусон, Нико Хюлькенберг. Вот из всех старых пилотов, я помню Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо. Вот какую команду выбрать? Макларен. Помню, раньше был вот Феррари и Макларен противостояли они. Здесь был как раз Михаэль Шумахер, а здесь Мика Хакинен. Так. АМЖ Петронос, Мерседес. Феррари. Не, ну самую говёную команду, которая цель сезона 7 место, мы не будем брать, но возьмем что-нибудь серединки. Вот я подумываю Астон Мартин взять. Или может быть Альпайн. Место на подиуме. Давайте пойдем за Астон Мартин. Да. Тут даже одна история есть. Понял. Так, тут что у нас? Это просто настройки. Продолжить. Итак, имя, фамилия, директор. Пускай будет директор. Директор Хакман. Да. Разработка болида стандарт. Легкая гонка. Ну, новичок, так как в Формуле 1 я плохо разбираюсь. Но я знаю, что чемпионство идет за 2 кубка. Это личный зачет каждого гонщика. И есть еще кубок конструкторов. Это то есть... Так как 2 пилота есть от каждой команды, суммарные очки 2 пилотов. Это кубок конструкторов. То есть это сама марка автомобилей состязаются. Так, Астон Мартин, новичок. Да, подтверждаем. Так, у нас, кстати, сегодня Jaguar Extra Urban Energy. Киви кактус. Зеленая-черная баночка. Увидел случайно. Давно лежит. Будем пробовать. Так, Роланд Фор, приветствую, добро пожаловать в команду. Хорошо, что вы решили к нам присоединиться. Я ваш сотрудник по работе с персоналом. Я вам помогу освоиться. Ваших действий зависит очень многое, но рекомендую особое внимание уделить болиду пилотам. Это наиболее продуктивно отразится на производительности в этом сезоне. Хорошо. Можете исследовать штаб, но до первой гонки сезона делать здесь нечего. Осмотреть или продолжать, когда будете готовы. Так, навигация по отделам. Перемотка времени. Это нам знакомо с менеджером события. Ага. Так, у нас Фернандо Алонсо.
и Лэнс Стролл. 2 пилота. Должен быть еще какой-то третий. Я думаю, есть. Так, Фернандо Алонсо, смотрите, настрой у него плохой. Зарплата ему не нравится. Очень трое отрицательно. Главная проблема — прочий персонал. Зарплата по контракту. А что, у нас денег, что ли, нет? Так, вот у нас Фернандо Алонсо, отрицательно. А что мне с ним можно сделать? Фернандо Алонсо. Личные обстоятельства, директор команды. Это обо мне, типа, отрицательно? Ему я пока не нравлюсь, понятно? И личные какие-то обстоятельства. Это зарплата по контракту. Ну, надо ему поднять зарплату, я думаю. Давай мы поднимем. Так, приветствую, босс. Нетерпением жду возможности поработать в этом сезоне вместе. Здесь можно изучить текущий список пилотов и гоночных инженеров команды. Ага. Мы стараемся не терять присутствие дух по ходу сезона, но, честно говоря, если буду знать, что мой контракт продлен и за будущее может не беспокоиться, мне будет гораздо спокойнее. Так, роли. В каждой команде есть 2 основных пилота. Это мы знаем. Чтобы помочь им развиться, команды могут нанять пилотов-помощников. Может заменить основного пилота в первой практике, что положительно скажется на скорости его развития. Так. У пилотов есть рейтинг производительности, который показывает, насколько они хороши. Настрой влияет на вероятность повторного подписания контракта, а потенциал развития показывает, насколько быстро они будут улучшаться. Чем выше настрой, тем лучше результат он демонстрирует. Ну, это понятно. Каждый пилот имеет контракт и зарплату. Зарплату выплачивается ежемесячно. Во время переговоров с пилотом вы можете предложить бонусы за результаты гонки за подписанием. Так, Алонсо, у тебя тут контракт тебе не нравится, да? 42 года ему, вот. Обычно, по-моему, в таком возрасте пилотами-то не становятся. Почему? Потому что, ну, с реакцией проблемы могут быть. Так, что у нас тут? Производительность. Приоритет в развитии. Очень низкий. Ну да, очень низкий. Бонусы от объектов. Так, у нас тут вообще ни хрена не построено еще. Подробности контракта. Цена расторжения. Контракт заканчивается с 1 декабря 2024 года. Вот что мне с ним делать? Продлевать или нет? Ну, блин, 42 года. Он не растет. Да. Очень низкая скорость развития. Что вот мне с ним делать? Я не хочу, что же его как бы подводить, да? Не, ну давайте попробуем. Еще на годочек-то его продлить у него. Да? Снять условия требования контрактов с персоналом. Так. Разным сотрудникам необходимы разные условия. Мы можем предложить, какие условия контракт будет интересны кандидатам. Вы можете по желанию поменять условия и положение контракта, но помните, что это повлияет на привлекательность самого контракта. Да. Никому не нравятся долгие и нудные переговоры. В зависимости от количества редакций можем определить, насколько кандидат будет интересен контракт. Не давите сильно, не нужно, чтобы они отказались вести переговоры с нами. Так, ну это привлекательность, условия. Не все. Так, расположение. При отмене контракта расположение пилота будет другого члена команды будет уменьшаться. Начальный уровень терпения зависит от отношений в вашей команде. Понятно. Так.
Значит, не, просто, судя по всему, ваше предложение не устраивает. Кандидат постарается подобрать более взаимовыгодные условия. Подождите-ка. Позиция пилота. Это ему вообще не устроит по любасам. Ну, второй пилот тут по-любому. Срок действия 2 сезона. 1 сезон. Дата начала незамедлительно. Давайте им зарплатку поднимем. Так, 11 900. Множитель отступных, единовременный бонус. 10 тысяч бонус за гонку. Срок ответа 28 дней. Но он по-любому так не выплат. Вот. Позиции пилота, если он не меняться не будет. Ага. Оптимально на 2 сезона. На 2 сезона я его не буду брать. Я только на 1. Следующий сезон. Так. Один сезон. Блин, что, то есть по деньгам только он, да? А у меня денег, смотрите, 13 миллионов 200. И я еще даже не знаю, сколько спонсор платит. Блин, ну как-то в футбольном менеджере там очень влияние больше было. А тут вот множитель отступных. А если я уменьшу? Что это вообще за множитель отступных? Готовность к переговорам. Ну вот он приблизился. Порог бонусных выплат. Что это вообще такое? Порог бонусных выплат. Но я не могу только за счет вот этих вот. Единовременный бонус. Позиция на финиш, который должен занять пилот, чтобы получить бонусную выплату за гонку. Ага. Давай, если он в тройку войдет, мы ему бонус забонусим, да? Предлагаем кандидат, чтобы повысить шансы на заключение. Угу. Текущий 1 200 000. То есть... Не, ну, конечно, нехил так, но я сейчас 1 200 000 потеряю просто отсюда вот. Я не знаю даже, как его еще мотивировать. Нет, единовременный бонус я не буду. Я ему зарплату повысил. Годовая зарплата, он 12. Ну, давай вот эти вот повысим. Давай до 13. Все. Так, если команда попытается переманить этого сотрудника, она должна будет заплатить отступные, помноженные на это число. Высокий множитель разрыва снизит вероятность переманивания сотрудника, но контракт станет менее привлекательным. Угу. Но она вот уменьшается. Я вот что вот. Хрен его знает. Вот что мне с ним делать? Скажет, мне это не устраивает, и все.
Но я тебе не могу много давать. Мне же тоже как бы... Сейчас тот скажет. Ты охренел, мужик? Он 15 лямов, ну это дохера. Ну давай попробуем. Да. Предлагаем ему. Общий настрой отрицательно. Так. Окей. Текущая позиция, место на финише, очки. Так. Ланс Стролл, 25 лет, молодой. А сколько ты у нас получаешь зарплату? 2 ляма, ни хрена себе. Этот 2 миллиона получает, а тот 13. Неплохо, я скажу вам. И у этого осталось 10 месяцев. Ну, давай вообще продлим ему тоже. Вот. А ты у нас как вообще там ездил-то, кстати? Скорость развития средний. Конкурентоспособность. Давай на 2 сезона тебя продлим. Следующий сезон. Давайте тоже поднимем. До 3 миллионов. Бонус за гонку, если в тройке будешь. Тоже давай им предложим. Так. Что у нас тут еще есть? Ну, эти вот инженеры. Пока их все устраивает. Да, инженеров мы пока трогать не будем. Так, вот, тут какое-то письмо есть. Первый день. Привет, Хакман. Команда Астон Мартин приветствует вас. Мы очень рады видеть в наших рядах. Готовы идти к подиуму под вашим руководством. Отлично. Если готовы идти к подиуму. Так. Ян Грейк, руководитель отдела аэродинамики. Наконец можем познакомиться официально. К вашим услугам. Я буду давать вам советы по поводу настройки болидов, компонентов перед гоночным уикендом. Спасибо. Здесь мы проектируем новые компоненты болида, и тут же мы их производим, устанавливаем на болиды. Отлично. Команды постоянно стремятся улучшать собственные сборки болидов, и мы не должны отставать. Необходимо постоянно проектировать, изготавливать и устанавливать все новые и новые компоненты. Отлично. Так, болиды, компоненты болида, разработка. Так. Ох, ё-моё. Тут ковыряться, трындец. Ладно. Я вообще хотел... Так, это команда, да? Разработка, пит-стоп. Здесь можно получить информацию о наиболее значимых сотрудников. Важно развиваться одновременно в двух направлениях. Нанимать талантливых, не забывая о позитивном моральном настрое. Так, негативный настрой снижает работоспособность, поэтому с ним нужно бороться. Ну, это понятно. Настрой, мнение, эффекты.
Так, что тут у нас? Все довольны? Расписание тренировок команд механиков обычно очень загружены, потому что от их работы очень сильно зависят результаты гоночного дня. Не забывайте время от времени заглядывать в их расписание. Чем меньше они устают, тем меньше ошибок на пит-стопе у вас будет во время гран-при. Блин, еще и уставать они могут. 4 основные позиции. Спортивный директор. Так, зарплата, бонусы за подписание, внутренние команды, инженеры, поиск талантов, механики. Так, разработка болида у нас вот Дэн Фэллоус. Блин, а чё у них осталось? Это контракты такие херовые у них. У нас есть команда поиска талантов. Вариант поисковых проектов уменьшать размер команды, чтобы снизить ежемесячный расход. Нанятые агенты, месячная зарплата. Никого не ищут. Пилотов надо искать, вот мне кажется. Хочу пилотов. Привет, я возглавляю команду поиска. Это отличные ребята, которые находят нам новых членов команды. Иногда им удается обнаружить настоящие сокровища. Фернандо Алонсо надо заменять. Так. А поиски талантов? Так, необходимо искать. Поиск талантов занимает некоторое время. Но предоставляет важные сведения о контракте. Потенциального члена команды. Рейтинги, производительность также настроя. Информация от команды поиск талантов со временем теряет актуальность, так что обязательно обновить информацию перед заключением контракта. Так. Поиск сотрудника поручается одной из команд поиска талантов. Можно увеличить или уменьшить размер команды поиска талантов. То есть область поиска воспользуется фильтрами. Угу. Навыков и других параметров. Но вообще нам нужны пилоты. Пилоты нам нужны. Потому что мы пилоты. Давай мы попробуем кого-нибудь найти. Возрастная группа. 22-27. Средний рейтинг, конечно. Крутой должен быть. Свободный агент. Текущий контракт, должность. Статус поиска талантов не изучено. Только доступных для переговоров. Нет таких. Классно. А вот так? И таких нет. Слишком до хера я хочу, да? И таких нет. Ну давай, может, вот так хотя бы будет. Вот так есть. Александр Албон. Команда Вильямс. То есть мы у конкурента его заберем. Джордж Рассел, Мерседес, Макларен. О, я у себя же его заберу. Классно. Макс Ферстаппен. То есть у конкурентов мы просто его заберем. Миссия за растажение. 48 лям хотят, представляете? За это вообще 105 за Ферстаппена. Но он, кстати, он же чемпион. Ну-ка, а если не F1, допустим. Вот. Виктор Мартинс.
Давайте мы отфильтруем. Чжоу Гуаньюй. Ну, этого мы знаем. Этот Заубер, да. Это не вот флажками подсвеченным. Ближайший Виктор Мартинс. Альпайн. Вот F2. Энцо Фиттипальди. 73. Сколько ему лет? 22. Вот этого можно попробовать рассмотреть. Сведения о кандидате, актуальный момент сбора информации. Естественно, информация может измениться по завершении работы команд. Так что чем старше сведения, тем менее они надежны. Ищи давай. Пускай работают над этим парнем. Молодой. Ну, вдруг он будет расти хорошо. Кто его знает. Вот, тем более 210 тысяч вообще. Молодой, это хорошо. Так, ладно. Филиппе Другович. Извините. Так, ладно. Отделы. Производство, проектировочный центр. Команда. Отдел поиска талантов. Операции. Зал славы не построен. Туристический центр, вертолетная площадка. Ну, нам вообще нужно. Я так думаю. Нет, нам все надо, конечно. Но нам нужно заняться именно... Не, ну персонал понятно, да. Ремонт. Это все нам нужно, конечно. О чем я говорю? То есть вот отдел поиска талантов улучшить. А что мне даст это улучшение? 3 агента получится, да? 35 дней. Зона отдыха персонала. Так, привлекательность 25, настрой. О, настрой пилоты будут. Прогресс за неделю. Персонал плюс 40%. Ну давай, кстати, вот улучшим зону. Ни хрена себе, 1,5 ляма. Нехило. Ну давай. Хрен с ним. Гоночный симулятор. Что вообще такое? Суперсовременный гоночный симулятор для тренировок пилотов вне трассы. Прогресс за неделю. 2800, 21 день. Давай тоже. Блин, сейчас все деньги потратим. И нам ни хера ни на что не хватит. Производство аэротруба. Тестировать, проектировать аэродинамические компоненты болида, чтобы повысить их показатели. Штаб руководства. Повышение доверия за гонку. Ладно. Так, руководство. Рейтинг команды 554. Достойные внимания. Ага, уверенность руководства. Средняя. Цель сезона 4 или лучше. Показатели в гонке. Бюджет. Бюджет сезона 62,5 миллиона. Ежемесячная выплата 5 миллионов. А, у нас еще 5 миллионов будет каждый месяц. Это хорошо. Это хорошо. Значит, можем еще что-то улучшать. Ну, пока вот это улучшили. Дальше посмотрим. Так, что нам делать тут? Ну, писем пока нет. Так, трасса у нас тут есть. Следующий раунд Бахрейн, Сахир. Это когда? Это когда? Через 4 дня. А, прогноз погоды доступен будет через 4 дня. Вот. Через 11 дней у нас гонка.
Так, болит. Разработка компонентов болида. Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть. Ничего нету, да? Пока. Пока что. Допустим, я хочу создать новую деталь болит для этого сезона. И что я хочу сделать? Чтобы не ослабить собственные позиции по ходу сезона, необходимо постоянно улучшать и обновлять сборки. И во многом это зависит от проектирования и изготовления новых компонентов. Так, проектирование, получать опыт, исследование позволяет копить опыт для болид следующего сезона. Мгм. Перестановка компонентов на болидах нужно изготовить как минимум 2 экземпляра. Лучше всего изготовить дополнительный экземпляр, чтобы использовать их в качестве запасных в случае повреждения. Вон оно что. Запасных в случае повреждения. После изготовления компоненты хранятся на складе. Для выполнения проектов по разработке компонентов нужны время и средства. Для гонки помощь на проектирование, так, требуется время. Все средства, затраченные на проектирование, будут также вычтены с утвержденный сезон предельным бюджетом. Угу. А что у нас есть на складе тогда? Давай посмотрим. Где тут наш склад? Вот. Шасси, переднее крыло, заднее крыло, бок патоны, днище, подвеска. А двигатель что у нас нет? А есть, смотрите, у нас до хера от всяких двигателей. Коробка передач Astra 24 КП-1 установлено. Состояние 100%. Угу. Минимальный срок службы 70%. То есть на 7 гонок, что ли, хватит? Или что это вообще? Двигатель. Ну, в принципе, у нас полно всего. Правильно? Правильно. Это что такое? Сохранность шин 60%. И это вот что? Рекомендовано, важно. Место в таблице. Это место в таблице, наверное, среди всех машин, да? Получается. А пойдем-ка попробуем что-нибудь разработать. Например, двигатель. Сейчас как разработаем. Что, нельзя, да, двигатель разработать? Исследование заблокировано до 15 апреля. А хрен для меня заблокировано. Это не одинаковые. Шасси, переднее крыло. Не, давай что-нибудь разработаем. Блин. 33 дня и 44 дня. И 1 лям еще мы сейчас потеряем. Писец, конечно, ценники тут не слабые, я вам скажу. Производство. А что можно произвести? Подождите-ка. Проектирование, исследование и производство. То есть сначала мы сделаем вот тут, а потом будем массово производить. То есть вот у нас шасси, только одно, мы можем их быстренько производить, правильно? Так же как переднее крыло, заднее крыло уже готовое. А это вот сколько у нас на складе есть. Понятно. Так. Это, конечно, все хорошо. Бахрейн, раунд 29 марта, 3 февраля. Болит место таблицы 7. Отрицательные моменты показатели болида. Ему и болид не нравится.
Два Фернандо. А чем тебе не нравится-то? Я что-то не пойму. Че у тебя, че тебе не нравится-то? Подвеска, сохранность шин, низкая скорость, максимальная скорость. Исследования. Исследования заблокированы. Спроектировать. Ну вот, допустим, проектирование подвески, да? Плюс 0,0. Ни о чем. Фокус на проектировании. Что это? Что я вот делаю, пока не очень понимаю. 1 миллион. Предельный бюджет. Обычный, ускоренный, 22 дня. Блин, 1,5 ляма. Ну, я пока ничего не буду делать. Почему? Потому что... Потому что денег у нас не так много. Я не знаю, что там с деньгами у нас будет. Идем дальше. До переговора со спонсором остается 6 дней. О, результат предсезонных испытаний. Так, у нас письмо пришло. Энцо Фиттипальди. Поиск талантов завершен. Так. Ознакомьтесь с прилагаемым отчетом. Его содержимое будет полезным, если вы решите начать переговоры для заключения контракта. Можете сделать это в любой момент через профиль кандидата. Профиль Энцо. Так. Соответствие команды низкий. Положительно. Скоро освободится. Сотрудник вполне укладывается в текущий бюджет. Отрицать скажет на нашем рейтинге. Ага. Настрой нейтрально. Конкурентоспособность, ну, такое себе, конечно. Готовность к переговорам. Расположение. Контракт. Предложить контракт. Статус талантов изучен. Ну и какие у тебя тут таланты? Реакция херовая у тебя. Связанный инженер Питер Лейвен. Низкая слаженность. А что это у вас низкая слаженность? В паре 7 недель всего. Последние гоночные инженеры. Угу. Так. Подробности контракта. 10 месяцев осталась зарплата. История карьеры. 20 место, финиш 2 очка. 17 25 очков. 8 ну, он прогрессирует, смотри-ка. 7 124 очка. 3 подиума. То есть он прогрессирует постоянно. Это хорошо. Это хорошо. Бразилия. Не, ну этих даже сравнивать нехер. Эти, смотри, плавность он такой же. Филиппе Другович. Подождите-ка. У нас есть? Стоп. Подождите-ка. Где тут наши пилоты? Вот они.
Гоночная команда. В команде есть несколько помощников пилотов. Обычно это молодые, подающие надежды пилоты младших чемпионатов F1. Рекомендуем поддерживать, обучать, тренировать. Быть может, со временем станут полноценными пилотами. Ага, у нас они есть. Если хотите, чтобы помощники развивались, можете изменить план их тренировок. Также они могут воспользоваться нашими тренировочными отделами. Это будущие звезды F1, так пусть они засияют благодаря нам. Отлично. Вот они, наши пацаны есть. Ух ты, это кто такая? Это девка у нас в пилот есть? Ни хрена себе. Так, 18 лет, Джак Кроуфорд. Ни хрена себе. Тофель Ван Дорн. 31. Ну, это уже, ты уже... Не, ну хотя 31 год нормально. Вот, короче, наши два пацана. Вот 23-й. Вот они у нас есть, оказывается. Филиппе Другович. Производительность, агрессия низкая. Скорость развития высокий. Прогресс пилота, разработка болид, конкурентоспособность. Баланс. Обгон. Стараться развивать все навыки равномерно сбалансированно. Ну да, пускай. Зал славы не построено. Блин, всем контракт нужно, ты смотри. F2. Блин, а я думал, у нас их нет. Гоночные инженеры. А вот ты вот, например, ты, блин, ездила. Ну, типа, нет, не совсем ездила. Джессика Хокинс. Я не знал, что девки есть у нас в Формуле 1. Ладно. Так, этого мы завершили. Комиссия за расторжение, зарплата 420 тысяч. Так, Сандра Медекс. Добро пожаловать в сезон. Это журналист. Впереди очередной напряженный сезон Формулы-1. Все команды устанут трудиться, чтобы создать болид. Прошлогодним кубком конструкторов Red Bull. Победитель чемпионата пилотов Макс Ферстаппен. Ставки на Новый год делают рано, и все участники полны энтузиазма. Автоспорт объединяет в себе блестящие умы и тончайшие рефлексы. Вклад каждого механика и пилота невозможно переоценить. Кто займет пьедестал? Загадка. Но одно известно точно. Этот сезон Формулы-1 будет крайне зрелищным. Ну да. Так, доброе утро, Хакман. Позволь представить нашу выдающуюся команду. Главный инженер Дэн Фэллоус, руководитель отдела, спортдиректор. Угу. Еще у нас два отличных гоночных инженера. Бен Мишель и Лэнс Стролл. Связано Крис Кронин и Фернандо Алонсо. Угу. Плотно работать с пилотом помогает во время гонок. Хорошо. Так, все, да, получается? Через 5 дней у нас гонка. Переговорим со спонсорами. Так, выберите свое спонсорское предложение. Приятно познакомиться. Я директор по работе со спонсорами. Обеспечивать команду F1 дело не дешевое. У них появляется несколько потенциальных источников доходов. Один из них — спонсорская помощь. Выстраивая с ними отношения, совместную работу, мы достигаем взаимовыгодных результатов. Выбор основного спонсорского предложения зависит от множества факторов. На протяжении сезона спонсорам необходимо уделять определенную степень внимания. Объем поддержки зависит от соответствия наших действий и ожиданий спонсора. Команда получает платеж перед началом сезона за выполнение спонсорских целей, либо плату за результат определенного гоночного дня. Так, выберите спонсорское предложение. 39, 44, 38. Предоплата 13, 19, 3 миллиона. Влечение 12 миллионов. 26.
А что значит набор для вовлеченности? Будет легче достичь цели вовлеченности, если вы будете выбирать мероприятия, которые предпочитают ваши спонсоры. Влияние производительности хороший. Степень влияния результатов пилотов во время гоночных уикендов на спонсорское финансирование. Давай, наверное, хороший возьмем. Я не знаю, как еще. Какие дополнительные выплаты может получить от спонсора. Обязательные мероприятия, как понятно из названия, нельзя проигнорировать. Уровень спонсорской заинтересованности от них не зависит. Мы, конечно, проследим, чтобы они были равномерно распределены, чтобы команда не теряла эффективность. Так, ой, капец. Много тут всего. Различные комплекты помощи предлагают разные виды спонсорского финансирования. Гарантированные потенциальные выплаты. Выбранный понятный комплект может входить обязательно мероприятия, которые могут отразиться на вашей команде как положительно, так и отрицательно. Существует три основных вида спонсорского финансирования. Авансовый платеж, вовлеченность. Устанавливается уровень вовлеченности на год. Чтобы добиться его, необходимо участвовать в соответствующих мероприятиях по плану спонсора. Ну, понятно, там всякие автограф-сессии, там реклама какая-нибудь. Может расти по мере развития уровня производства или популярности. Третий вид финансирования – за гоночный день. Так, достиг необходимого уровня вовлеченности. На 6 недель таким образом на год составляется 8 планов. Ну и что тут у нас? Эффективность производства. Скорость развития персонала. Блин, ну я даже не знаю, что тут выбрать-то можно. Интересно. Вот, хорошее влияние производства. 3. Вот это, наверное. Эффективность производства. Сбалансированное предложение. Тут вообще ничего, никаких бонусов нет. Тут 700 тысяч, 76 миллионов за гоночный день. Пускай будет так. До 5 вспомогательных спонсорских предложений. $59. Давайте вот так вот сделаем. Это 8. Эффективность производства, скорость развития персонала. Все, да, получается? Подтверждаем. 74 миллиона. Предельный бюджет. Так. События веб-персон. Полный комплект. Что-то мы там достигли. Ну, ничего страшного. Так. План спонсора. Зарплата по контракту. Главная проблема. В основном позитивный. Но мы им предложили зарплату. Да, посмотрим, что он там скажет. Здесь можно выбрать мероприятие, которое позволит выполнить обязательства команды перед спонсорами. Популярность пилота влияет на значимость мероприятия. Чем она выше, тем выше ценность мероприятий, в которых участвуют пилоты. Так, обязательных мероприятий нет. Не включай обязательные мероприятия в будущий спонсорский. Давайте что-нибудь сделаем. Блин, а тут никакого положительного эффекта ни хрена нету. Цель не достигнута.
Рейтинг производительности. Тут вообще одни низкие. Но раз обязательных нет, я тогда не буду ничего включать. Да. Раз ничего нет, что я тогда? Я не буду трогать. Обязательных нет. Так, до гоночного года осталось 5 дней. Так, понятно. 5-я команда Бахрейн. Результат предсезонных испытаний. Окей, идем дальше. Что, опять письмо. Вот. Группа спонсоров подтверждена. Сделка со спонсором наконец заключена. Результат тестирования после Бахрейна. Так. Кстати, Бахрейн завершен. Теперь мы лучше понимаем, как наш болид показывает себя по сравнению с другими. Ниже найдите подробный отчет о результатах заезда. Эта информация поможет сформировать стратегию разработки новых компонентов на весь сезон, отработать слабые места. Период IDR скоро закончится. Хочу напомнить, что осталось всего 1 неделя до окончания текущего периода аэродинамических испытаний. Вот отчет о количестве часов, оставшихся для моделирования вычислительной гидродинамики испытаний в аэротрубе. Необходимо по максимуму использовать оставшиеся возможности периода ITR и начать разработку новых компонентов, если есть время на тестирование. И чё? И где? Подожди-ка. Период аэродинамических испытаний. Что-то количество часов осталось 5 часов. Тестируй, проектируем аэродинамические компоненты болид, чтобы повысить их показатели. А где эти аэродинамические компоненты? Переднее крыло, днище, подвеска. Играет решающую роль для определения общей аэродинамики болид. Переднее крыло. Да, ну давай что-нибудь разработаем. Часы. И что это? Как это повлияет вообще? Осталось часов МАУ. Следующий период ITR 7 дней. Низкая скорость. Вообще непонятно, что это. Как я могу на это влиять? Баланс. Показатель на высокую скорость, на низкую скорость охлаждения. Ну, пускай будет баланс, да. Лучше увеличить какие-то показатели, чем я буду уменьшать инженеры. Дата завершения 6 инженеров. 44 дня, 40, 37, 34, 32. Пускай 2 инженера. Блин, стоимость проекта 1 800 000. Осталось средств. Капздец. Ну давай. Ускорим. Ну, посмотрим, что это. Так, и давай тогда все-таки мы сейчас что-нибудь построим с отделами. Аэротруба, мы же 10 лямов, нифига себе.
Отдел поиска талантов. Операция. Штаб руководства. Зон для посетителей. Погодная станция. Точность прогноза. Но это не очень интересно. Хотя, можете... Давай улучшим. Так, туристический центр. Ежеводоход. Это хорошо. Это мы берем. Вертолетная площадка. Конкурентоспособность. Спонсорский бонус. Отлично. Все. Подтверждаем. Пускай все делается нафиг. Зон для посетителей. Привлекательность, конкурентоспособность. 1 800 000. Все делаем. Штаб руководства. Повышение доверия за гонку тоже делаем. Короче, все покупаем нафиг. Отдел поиска талантов хрен его знает. Количество агентов было, стал 3. Гоночный симулятор. А это мы тоже у нас, да? Идет пока разработка. Вот разработка болида. Симулятор подвески. Но это, наверное, дорого стоит все это дело. 11 миллионов. 11 500. Сколько у нас денег вообще? 25, да? Блин, это писец, конечно. Да пока вот этим займемся. Гидродинамический симулятор. Блин, 10 лямов. Я херею вообще. Ладно, идем дальше. Сезон начал с практика. Так, ежемесячные сведения о разработке от помощников. Но подготовлен отчет о том, как развивались наши пилоты за последний месяц. Смотрите в приложении. Естественно, у каждого пилота будет свои сильные и слабые стороны. Если вы заметите, что пилот следует сфокусироваться на каком-то конкретном показателе, измените его приоритет развития. Так, Филипп Другович. И чё? И чё, как ты у нас... Как мне смотреть, что ты улучшил себя? Тренировка настроит хорошо. Зал славы не построен. Я хочу построить зал славы. Нет, ну а как мне смотреть, что кто-то что-то улучшил-то? Где я должен смотреть? Вот они, тут отчеты. И что? И все? Плюс какой-то показатель я увижу, что кто-то что-то... Так. Заготовлена стратегия. Заезд на Бахрейн. Приближать. Давайте посмотрим, как можно лучше подготовиться к нему. Тип трассы, скоростной круг. Для этого необходим высокий показатель средней скорости. У нас все неплохо, но могло быть и лучше, по нашему мнению. Больше всего для этой трассы подходит следующая стратегия. 2 пит-стопа. Традиционно вероятность появления на трассе Пейскара составляет 75%, что приводит к потерям по времени. Между питлейном и 22 секунды. Пока Пейскар на трассе, потеря времени на питлейн составляет 16 секунд. Вся информация о трассе. Погода, кажется, будет тепло, пока дождя не ожидается, так что будьте готовы к обычной гонке в сухую погоду. Изучить цели гонок. Если по пути не пересечемся, увидимся на месте Бахрейн. Так. Изучите цели гонок. А где они? Показатель состава. Ёпарасоте. Стратегия использования шин для сухой погоды. Расчет времени. Поискар не задействован. Характеристики болида. Так. Карта трассы. Обзор скоростной круг. Это капец. Тут надо изучать. Так. Обновление прогресса пилота. Как называются наши пилоты? И как они развивались? Прочий персонал. Но я не понял, как вот они тут развивались. Идем дальше. Цели гонок. Что тут у нас? Спортивный директор.
Очень много поговорить с вами по поводу ее целевых показателей, особенно задачи для пилотов. Для каждого пилота на каждой трассе можно поставить свою задачу, занять определенное место или получить определенную награду. Для всех целей гонки важно соблюдать баланс между риском и размером наград. Чем рискованнее задача, тем выше будет награда, но вы должны быть точно уверены в принимаемых решениях. Так, цели гонок, финансовое вознаграждение. Цель пилотов основана на предполагаемых результатах гонки. Цель показатель будет применяться к квалификации или гонке. Так, 9 или выше награда, 13 или выше. Девять или выше. Лэнс Стролл, болит 1. Достичь цели сложно. Достаточно сложно. Цель достижима. Настрой нейтрально. Расписание событий. Указатель места таблицы 7. Текущий рейтинг. Пускай тоже 10 или выше. Я даже не знаю, как лучше сделать-то. В любом случае мы попробуем. Добро пожаловать в Бахрейн, дамы и господа. F1 возвращается. Все команды и пилоты приходят сюда с одной целью — держать победу. Сезон только начался, и за заветный трофей F1 придется побороться. Да-да-да. Команда анализирует все, что узнали в ходе предсезонных испытаний в Бахрейне, чтобы основательно подготовиться к предстоящим гонкам. Нет ничего лучше гоночного уикенда Формулы-1. Да-да-да-да-да. Гоночный уикенд. Добро пожаловать на первый гоночный уикенд. Состав команды. Обычный уикенд начинается с 3 сессий практики, за которыми следует квалификационный заезд на выбывание и сама гонка. По ходу сезона мы поучаствуем и в других форматах уикендов, например, в спринтерских. Так, включается 3 60-минутные сессии практики. Испытывают новые компоненты, пилоты изучают трассы, инженер корректирует настройки болида. Квалификация проходит по принципу выбывания. В течение 3 этапов пилоты стараются установить лучшее время круг, чтобы пройти в следующий этап, занять лучшую возможную стартовую позицию. Угу. Главное событие каждого уикенда — гран-при. Стратегию пит-стоп поражает дистанцию гонки как можно быстрее. Первые 10 пилотов зарабатывают для своей команды очки. В чемпионате пилотов Кубке конструкторов. К тому же в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов можно получить очко за лучший круг, который дает за финиш в первой десятке. Так. Чистое небо. Пятница, суббота. То есть дождя не будет. Да? Цели гонок. А может тут цель поменять? Нельзя. Ладно. Эллен — специалист по вопросам стратегии, а это область подготовки гонки. Здесь может внести любые необходимые изменения перед практикой. Перед началом каждой сессии команда предложит черновой план заезда, который вы сможете отредактировать на свой вкус. Имейте в виду, что использование шин во время практики повлияет на то, какие шины будут доступны для квалификации основной гонки. Просмотрите план заезда и все доступные варианты. Так. Знакомство с трассой 0%. Подготовка пилота. И что я тут могу сделать? Все установлено. Настройка болид не испытана. Круги. Параметры вождения. Режим скорости. Агрессивно. Использование топлива. Стратегия ERS. Как пилот будет использовать энергию при прохождении кругов? И что это? Ограничение использования
Энергии, накопление заряд батареи в ущерб времени круга. Максимальное положение. Ну, хрен его знает. Ну, наверное, надо попробовать с текущими, а там потом посмотреть, потому что... Потому что я пока даже не знаю, что тут менять. Сейчас наменяю тут, и все. Во время гоночных уикендов можете координировать практику самостоятельно, может положиться на команду. Так как это ваш первый гоночный уикенд, следует поручить практику команде. Ну, конечно. Ручное управление. Ваш сотрудник управляет. Ну да, симулировать сессию. Симулировать до квалификации. Нет. Команды во время сессии. Ну и чё? Ну давай. Завершено. И чё, у нас тут какие результаты? Приветствую, добро пожаловать на горячо ожидаемую квалификационную сессию. Трасса в Бахрейне очень пыльная и жесткая, так что на мягких шинах квалификация будет суровой, даже в свете прожекторов. Придется командам продумать, как распределить шины. Приближается квалификационная сессия. Карон, как думаешь, что сейчас чувствует Ландо? Результат на тренировку оказался превосходным. Во время круга вышел очень неплохим. Успех пилота полно, но в F1 они далеко не всегда гарантируют успех. Держитесь крепче, мы начинаем. Так, что у нас в итоге? Пора на квалификацию. Результат покажет, с какой позиции мы будем стартовать в воскресенье. Квалификация состоит из 3 раундов, но бывает только самый быстрый пилот осилит их все. И что у нас тут? 7-й, 9-й, да? Вот, 4-й Фернандо Алонсо завершил. Отрыв. 30 кругов проехал. Практика 3. Девятое. Строл. Вот меня интересует вот это. Штраф при определении стартовой позиции. Квалификация сейчас. Отчеты. Отчет по итогам практики. Так, 93, 100%. Трассу изучил. Молодец. Подготовка пилота 71%, 72%. А что так мало? Тут я ничего не могу сделать, да? Сегменты. Сектор 1, определенный зон ДРС, номер поворота. Так, ну и что? Вот отчет доступен. Результаты есть. Ну вот мне понравилось, что Алонсо тут 4-е место занял. Это хорошо. Ну, тут, наверное, мы ничего не поменяем. Но более удовлетворительные настройки. 68%. Стоп при торможении. Развал колес. Минус 3 градуса.
так можешь как-нибудь положить. %. Который должен проехать пилот. Откат настроек недоступен. Откат невозможен. Версия пилота высокая. Двигатель, система, коробка передач. Составы. Ну, тут, наверное, 68%. Так. Так, наверное. Максимальная уверенность. Уверенность пилота средняя. А почему ты средняя у тебя? Все установлено составы команд. Тут все хорошо, да? Это что, на что тут влияет? Хрен его знает. Это шины тут всякие. Ну, поехали. Как на практике команда может заняться квалификацией вместо вас. Давайте поучаствуем в этом раунде, чтобы прибавить вам уверенность перед началом гоночного дня. Давай. Подтвердить. Приветствую, я один из гоночных инженеров. Вы собираетесь наблюдать за квалификацией, верно? Да, я собираюсь. Чтобы перейти на следующий этап, наш пилот должен добиться максимальной скорости прохождения круга. 5 самых медленных болидов будут исключены до конца сессии. Спасибо. Так, теперь выведем болид на трассу, посмотрим, как пройдет первый заезд. 5, 4, 3, 2, 1. Should be green. Так, и что тут у нас? Поехал. Radio check. Yeah, loud and clear. Проверка связи, все слышно. Так, и что тут у нас? Перейти на ручное управление. Ручное управление позволяет получить полный контроль над скоростью, использованием топлива и тактикой задействования системы ERS. Режим действует только в рамках текущего заезда. По возвращению болида в бокс вновь сменится на автоматический. Ну и что это? И что я тут должен делать? Понимаю, гоночный уикенд сплошная суета, но если захочется перевести дух, сделайте паузу, отдохните сколько потребуется. Ага, пауза, хорошо. Кажется, будто все тянется слишком медленно, можно ускориться, это понятно. Откройте карту. Смотреть трассу целиком и видеть сразу все болиды. Также можете рассмотреть трассу с нескольких ракурсов, в том числе с бортовых камер. Не забывайте, что вы руководите двумя пилотами, присматривайте за обоими. Пользоваться одними бортовыми камерами не обязательно. Для обзора с высоты птичьего полета используйте вертолетные камеры. Пусть едет. То один выехал. И что это? Radio check. Radio check. Yeah, radio check. Yeah, loud and clear. И что это?
Сейчас я что-нибудь тут науправляю, я чувствую. Так, и что? Скорость топлива, скорость топлива. Сохранять легко, стандарт, агрессивно. Скоростных режимов. Допустим, нужно прогреть шины. Сам пилот. Что тут? Телеметрия. Вызвать болид. Шины, трансмиссия. И что мне тут надо делать? Резина норм. Надеюсь, тут никто не погибнет у нас. Ну и ты давай тоже. Lean on the tyres in the high speed, but don't overslip them. Пускай едет, хрен ли. Скорость улучшена. Топливо. Сохранять баланс. Гони. Команда системы контроля топлива позволяет пилотам следить за расходом. Все болиды потребляют топливо во время движения. Чем больше запас топлива, тем меньше будет его ускорение, и тем медленнее он будет проходить круги. Малый запас топлива, в свою очередь, увеличивает скорость. В этом случае болид рискует не дотянуть до завершения гонки. Если топливо закончится, вы будете вынуждены выбыть из гонки. Запрет на заправку. Во время практики квалификации можно заправиться в боксах. При этом во время гонки заправка запрещена. Пилотам необходимо следить за уровнем топлива, чтобы поддержаться до конца сессии. Пилоты могут ускориться, чтобы сжечь больше топлива. Если значение расходометра во второй половине заезда меньше нуля, пилоту следует экономить, чтобы его хватило до финиша. Расходомер показывает, насколько текущий запас топлива отличается от ожидаемого. Не забывайте поглядывать на счетчик оставшегося топлива. Если он опустится до нуля, болид будет вынужден сойти с трассы. А где счетчик оставшегося топлива? 100 градусов топлива. Ну и чё? Шин 94 градуса. Максимальное положение задействования. Телеметрия. Ну что тут с топливом-то? Команда по использованию топлива. Примерный расход топлива на круг.
Подтверждаю. Бокс. Reminder, Включи limiter, ограничитель. stop on the marks. ПЖ вперед. Наш пилот вернулся в гараж. Необходимо перенастроить болид, прежде чем отправить его обратно. Давайте посмотрим. И что, тут здесь представлены составы шин на этот уикенд. Во время заезда по сухому покрытию необходимо использовать как минимум 2 состава. Так, сцеплением. Точка контакта между болидом и трассой. Во время заезда состояние шин ухудшается, они теряют сцепление. При потере сцепления болид замедляется. Если показатель состояния шин опускается до нуля, она полностью выходит из строя. Если у болида выйдут из строя 2 шины или более, вам придется завершить гонку. Так, состав для сухой трассы. Для каждого состава есть сильные и слабые стороны. Мягкие самые быстрые, но не прочные. Средний баланс скорости и прочности. Жесткие самые медленные, но и самые прочные. Состав для влажной трассы. Доступно на 2 состава. Во время дождя они предназначены для разных уровней влажности. Промежуточные для влажной трассы. 1,4 мм воды. Дождевые для очень влажной трассы. Больше 4 мм воды. Так, полный состав. Тридцать 35-37 кругов. Ну и чё? Ну, пока тепло. Чё мне тут менять-то? Мне менять нечего. План. Настройки болида. Компоненты. Проблемы отсутствуют. Время настройки 4 секунды. Осталось хорошо отдохнувшие. Но пока я не вижу, чтобы что-то надо было менять. Что там по соперникам? Алонсо болит спереди, Леклер болит позади. Уверенность пилота. Ну, я не вижу, чтобы что-то надо было тут менять. Вообще ничего менять. Выпускаем. Выпускаем Кракена. Ед на пит-стоп. So make sure you get your pit limiter as you come in the pit lane. Fernando, stop on the marks. Stop on the marks. So keep an eye on your mirrors, people behind pushing. Выход подрежет пилот. Позиция на трассе не очень. А тут что? Уверенность очень высокая. Компоненты болида. Ну тут ничего нет, все нормально. Тут мы прям поднастроили. Подожди-ка. Настройка болида. Только угол наклон переднего крыла.
дает максимальную уверенность. Но тут ничего не менять не буду. Выпускаем. Позиция неплохая. Все управление позволяет получить полный контроль над скоростью, использованием топлива и тактикой задействования систем ЕРС. Режим действует только в рамках текущего заезда. We can just focus on Перезаряжай charging it quick. ЕРС. Okay. 93%. Чё это? Ну пока у нас херовый результат, конечно. Максимально херовый. Push now. Давай, тоже полный газ. So tyre temps are looking good. They've reached the peak now. So you're just С controlling шиной slip, все хорошо. but tyre temps okay. There will be a little bit of queuing ahead, Скоро сейчас с активным движением. and it will be go one. Можно начинать. Okay, mate, so we use the pace now. Давай попробуем повысить скорость. 101 градус у шин. Девяносто 91%. А чё с топливом-то я вот так и не понял. Но я не хочу быть последним. Да. Я последним быть не хочу. Надо в пятерку, в шестерку хотя бы попасть. А это если они будут там в жопе, то это херово. Сейчас мы вообще дисквалифицируемся нахрен. Еще один болид занесло. Yellow on Желтый track. флаг. Okay. Хорошо. И что это значит желтый флаг? Надеюсь, нас не дисквалифицировали тут. Десятое. А если попробовать агрессивно, Use everything from the tyre. не жалеть шины. Надо пробовать, наверное. Скорость большая. Питлейн. Remember your limiter, Lance. We're going to stop on the marks. Стань на метке. Так, и чё? Изменить. Шины. Давай, наверное, поменяем.
Замок какой-то. План 3 секунды, время настройка 3 секунды. Да у нас тут нормально все. Тут я не вижу смысла что-то менять вообще. 15. Ну а что тут можно менять вообще? Я не вижу смысла что-то менять. Шины поменять было 87%. Выпускаем. Надо проехал быстрее. Пускай максимально выжимает из болида. Whoops. Тоже на пидстоп Hit едешь. speed limiter. Okay, stop on the marks. Green box. Давай, ехай агрессивно. We need a lot of low speed scrubbing. Так, а у тебя что? Прямые участки. Откат невозможен. Расхождение, план 4 секунды. Шины, что там? Ну, я не знаю, что тут менять. Я не вижу пока каких-то серьезных вещей, которые надо менять. А, выпускаем. Что его не выпускают? Резина норм, сцепление высокое. Что такое? Давай, езжай вперед. Okay. Warm these tyres up. Ты что там едешь? Агрессивно, да. Но надо как-то ехать, наверное, пытаться занять места хорошие, я так думаю. Чем мы в жопе-то сидим? Вон он вообще за кругом. Алонсо 14-й. Давай попробуем увеличить скорость. Ну, пока я не вижу каких-то там серьезных вещей, я пока не вижу каких-то. You've got lots of energy if you need it. Copy. Так, и чё? Чё там СТР думает как-то повышать свой рейтинг? Тролл. Строл, ты давай отбирайся, хер ли ты в жопе-то? Чё тут у нас? Может, пора шины поменять? Очень высокая уверенность пилота.
Выезжай давай. Пусть пока едет. Может быть, просто... То есть я пока наблюдаю, может быть, ему там подскажет помощники что-то. Блин, наш пока херово. Тут 15-й вообще Алонсо. Ну и что тут у нас? Мы во втором этапе квалификации. Второй этап квалификации подает 15 пилотов, показавших лучший результат в первом этапе. И только 10 пройдут в третий. А теперь поднажмем еще сильнее, чтобы попасть в третий этап квалификации. Пилот выбыл. Отлично. И че там хорошо? Ну, вообще последний приехал. Штраф при определении стартовой позиции. Квалификация 2. Пилот выбыл, позиция в сессию. Болид 2 готов. Примерно расход топлива на круг. 1,8 килограмм. Запас топлива 5,8 килограмм. Уверенность пилота высокая. Позиции для прохождения 10. Давай симулируем. Ну и что там у нас Алонсо показал? Квалификация сейчас. Вообще непонятно, что тут. Ну, квалификация сейчас. А чё, какая, что в итоге мне? Позиция в сессии К2, 8. Начинаем. Так, и что у нас там? Прожекторы в Сахире зажглись. Почти настало время 57 кругов по международному автодрому Бахрейна. Бахрейн видел одни из самых драматичных гонок в F1, например, невероятную победу Серхио Переса в 2020 году, когда он вырвался вперед, будучи последним на первом круге. Бахрейн — сложная трасса, чтобы справиться с узким поворотом, приходится постоянно делать кикдаун, высокой передачи на низкую. При необходимости торможения на спуске пилотам придется учитывать риск блокировки. Победа достанется тому, кто лучше держит баланс. Близится момент, когда пилоты сразятся на трассе. Гоночный день настал. Так. Что, у нас один пилот едет? Ну, по идее, должно быть два. У нас не может ехать один пилот. Чистое небо. Один комплект резины точно износится до конца гонки, поэтому на каждом пилоте нужно хотя бы один раз заехать на пит-стоп для замены шин. Время пит-стопа прибавляется к общему времени круга, поэтому нужно хорошо понимать, когда и зачем следует там останавливаться. Можете разработать стратегию до начала гонки. Гонка включает ряд пит-стопов, круги, на которые они запланированы, составы шин на замену. Ваша команда предлагает рекомендованные стратегии для каждой гонки на основе фактических данных. Планирование стратегии гонки позволяет проанализировать варианты перед гонкой, посмотреть прогноз погоды, иметь стратегии для разных ситуаций. Вы можете создать собственную стратегию с нуля и на основе рекомендаций команды. Разработка стратегии также гарантирует обязательную замену шин.
Стратегия не является непреложной, вы можете отказаться от нее в любой момент или даже начать гонку без стратегии. При отказе от стратегии вам все равно нужно будет заезжать на пит-стопы, но вы не будете получать напоминания о них. Угу. Перед гонкой вам нужно выбрать стратегию использования шин. Для каждого пилота важно максимально эффективно продумать время захода болидов на пит-стоп. Стратегия D. Стартовая позиция 9, стартовая позиция 20. Алонсо. 9-й ты у нас пришел, да? 9-й это хреново, дружок. Два пит-стопа. Тут 20-й круг, да, получается какой-то? 40-й круг. Может, один? Топливо 106,6 килограмм. На запас топлива в кругах. Подожди-ка. При выборе запас топлива нужно найти оптимальное соотношение веса и мощности. Топливо тяжелое, поэтому замедляет движение. Но если его балла болит, может не доехать до финиша. По умолчанию пилот использует столько топлива, сколько хватит до конца гонки с учетом сбалансированной стратегии расхода. Экономия топлива может снизить ее расход на 10%. Но если они на пит-стоп будут заезжать, то топливо будут там в любом случае подливать. 93%. Все отлично. Резин очень низкий. По плану. Агрессивно. Ну, наверное, так, погнали. Что там? Ваши сотрудники ручное управление командой во время сессии. Ну, финишный флаг завершено. Что там у нас? Как наши проехали? Вот это была гонка. Лэнс. Все-таки удалось прийти в очковой зоне, замкнуть десятку. Что ж, Макс Ферстаппен сможет добавить еще одно призовое место к своему внушительному списку достижений. Ее первый сезон победы. Уверен, что вся команда будет с ней очень горда. Гран-при Бахрейна получился очень стильным. Ну и что там, какие места? Покажите нам. Все заняты делом, но я спрошу, Карун, по-вашему, как себя чувствует команда Астон Мартин? Не так уж плохо они выступили сегодня. Вполне достойный итог, если сделать нужные выводы. Но нельзя отсиживаться позади, нужно двигаться вперед. Спасибо. Алонсо 6-й, Лэнс Стролл 10-й приехал. Ну, 10-й это хорошо. Это прям отлично. 6-й пришел Алонсо с 9-й позиции. Лэнс Стролл прям... Не, ну молодец, молодец.
Похвалить, наверное, надо. Очки. 8 очков. 1 очко. Хорошо. Сборка. У нас 4 место, 9 очков. Хорошо. Разница с лучшим в сетке. Мгм. Так. Ну, бабла мы им дали. 610 тысяч в итоге. Так, и чё? Первый гоночный гонка позади. Поздравляем, наверняка вы уже определились, чем будет заниматься команда следующей гонки. Здесь все готово выслушать ваши отзывы, так что посетите различные отделы, посмотрите, что можно поменять. После первой гонки крайне рекомендую внимательно изучить наш болид. Стоит решить, когда заняться разработкой новых компонентов, чтобы разобраться со слабыми сторонами. После гонки обязательно загляните к пилотам персонала. Быть может, стоит немного подкорректировать их планы развития, чтобы сосредоточиться на различных областях. Так. Не, ну молодец. Что могу сказать? Молодец. 20 места до 10 доехал. Прям круто. Так, ребятки. Что ж, на сегодня, наверное, все. Да. Давайте что писем почитаем. Меня совершенно не устраивают переговоры. Не смогли прийти к соглашению. Возможно, в будущем еще выпадет шанс поработать вместе. Так, Исаак Хаджар держит победу в воскресной гонке Формулы-2. Наших тут нет. Фернандо Алонсо. Так. Приветствую, босс. С нетерпением жду возможность поработать в этом сезоне вместе. Здесь можно изучить текущий список пилотов и гоночных инженеров команды. Мы стараемся не терять присутствие духа, но, честно говоря, если я буду знать, что мой контракт продлен, можно не беспокоиться за будущее. Мне будет гораздо спокойнее. Это вы в курсе. Прочий персонал. Так, давайте на сегодня закончим мы, да? Сохраняемся. Так, на сегодня все. Это было прохождение F1 Manager 24. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях. Все ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Кто может поддержать канал, может это сделать. Не до будущих стримов, друзья. Всем пока.